Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы с вами не будем говорить о русском языке, мы с вами немного погуляем по территории Московского Кремля. Московский Кремль – это уникальная территория, закрытая территория. Это старинная крепость, которая полна интереснейших историй, тайн, легенд и достопримечательностей. Но начнем немного с истории Кремля. В 1147 году в летописи впервые появилось название города Москва. Кстати, тогда он назывался Москов. Князь Юрий Долгорукий, который считается основателем города Москвы, выбрал удобное место для крепости – возвышенность – Боровицкий холм, который окружен с двух сторон Москвой рекой и ее притоком рекой Неглинной. В то время вся Москва находилась именно в территории Кремля, в территории крепости. И тогда крепость была деревянная. Следующий важный период в истории Кремля. В XIV веке московский князь Дмитрий Донской приказал построить башни и стены Кремля из белого камня. С того времени Кремль был белокаменным, и появилось еще одно название города Москва – Белокаменная. Практически через 100 лет, к концу 15 века, царь Иван III развернул масштабное строительство на Боровицком холме. Он пригласил лучших архитекторов того времени, итальянских мастеров, которые, приехав в Москву, построили Кремль из красного кирпича. Именно таким Кремль и выглядит сейчас. Стены главной крепости страны украшают целых 20 башен. У каждой башни свой стиль, свое название, и ни одна башня не повторяется. Каждая башня – это важный стратегический объект, но также это и произведение искусства. Я уверена, что вы знаете некоторые башни Кремля. Например, вот это вот самая известная Спасская башня. Посмотрите на нее со стороны Красной площади, которую видят все туристы в Москве. И давайте посмотрим на Спасскую башню изнутри Кремля. Именно на этой башне находятся куранты или часы, главные часы страны, которые бьют каждый час. И самое главное, они бьют 12 раз, знаменуя наступление нового года. Следующие две башни. Одна такая вот необычная башня, которая находится немного вдалеке, на расстоянии от стен Кремля. Это Кутафья башня, и она соединена мостом над Александровским садом с Троицкой башней. Эти башни известны туристам, которые заходят в Кремль, потому что зайти в Кремль обычным людям можно только через сначала Кутафью башню, а потом Троицкую. Но интересно, что в Средневековье именно эта Троицкая башня использовалась как царский и патриарший выезд из Кремля. Следующая, моя любимая башня Кремля, это Царская башня. Она находится не очень далеко от Спасской башни. Она такая маленькая, практически незаметная. Именно этим она мне и нравится. Раньше на этом месте находилась деревянная башня, которую построил как раз Иван IV Грозный именно для себя, чтобы любоваться храмом Василия Блаженного. После, конечно, эту башню реконструировали. Сейчас она чуть-чуть выглядит по-другому. А теперь давайте посмотрим на территорию Кремля. На территории Кремля есть несколько площадей. И начнем мы с Ивановской площади, на которой находятся две гигантские достопримечательности. Царь-колокол и Царь-пушка. Но немножко истории этой площади. Эта площадь появилась в 1329 году. Благодаря тому, что в этом месте построили
построили храм Иоанна. Поэтому площадь и называется Ивановская. В 16-17 веке эта площадь была деловым центром Москвы. Здесь думные дьяки, такие специальные люди, зачитывали приказы и указы царя. Кстати, именно благодаря этому в русском языке появилась фраза «кричать во всю Ивановскую». Но сейчас же эта площадь небольшая, и она интересует туристов именно благодаря своим гигантам – царь-колоколу и царь-пушке. Начнем с царь-пушки. Это боевое орудие строили специально, чтобы защищать Москву от ханской орды. Но пушка никогда не функционировала. Вес пушки 40 тонн. Длина ее 5 метров. Рядом с пушкой лежат декоративные ядра. Следующее. Царь-колокол. Этот колокол специально строили именно на Ивановской площади. Правильно сказать, отливали на Ивановской площади. В мире нет колокола больше, чем этот. Его высота больше 6 метров, а вес почти 200 тонн. Как вы понимаете, когда отливали этот колокол, сразу понимали, что колокол не будет висеть, а будет именно стоять как достопримечательность. Интересно, что колокол не полный, потому что в 1737 году, когда в городе был пожар, часть колокола откололась. И сейчас эта маленькая часть стоит рядом с тем местом, от которого она откололась. Следующая, очень важная площадь Кремля – Соборная площадь. На этой площади расположены 3 главных собора. Успенский собор – это очень важный собор в истории России. В Успенском соборе все русские императоры и цари венчались на царство, то есть становились императорами и царями. И да, все русские императоры и цари. Даже когда столицей Российской империи был Санкт-Петербург, императоры из Петербурга приезжали в Москву, чтобы стать императорами именно в Успенском соборе. И еще один важный собор, Архангельский собор, сейчас это усыпальница, то есть собор, в котором находятся останки русских царей. Таких мест в России 2. В Москве это Архангельский собор, и в Петербурге это Петропавловский собор в Петропавловской крепости. Также на Соборной площади расположена башня колокольня Иван Великий. В этой башне 18 колоколов. Ее высота 81 метр. Интересный факт. Раньше, до Петра I, на Руси не строили здания выше колокольни Иван Великий. И, кстати, первое здание на Руси, которое было выше этой колокольни, это здание Петропавловской крепости. Построена колокольня Иван Великий в 1508 году, начало 16 века. Также на Соборной площади вы можете увидеть очень старые, но важные исторические здания. Грановитая палата, Золотая палата, церковь Ризоположения, церковь 12 апостолов и так далее. Еще 2 интересных места на территории Кремля. Первое – это Государственный Кремлевский дворец или Дворец съездов. Это самое современное здание на территории Кремля. Это здание было построено в советской истории, а именно в 1961 году. Это здание вы увидите первым, когда входите на территорию Кремля через Троицкие ворота. Здание в 6 этажей, из металла и бетона, что нетипично для зданий на территории Кремля, с широкими стеклянными вставками, в которых очень интересно отражаются другие исторические постройки Кремля. Инициатором строительства Государственного Кремлевского дворца был Никита Сергеевич Хрущев. И это здание в первую очередь предназначалось для проведения партийных съездов. В здании во дворце есть зал на 6 тысяч человек. Сейчас вы можете купить билет на спектакль, на балет или на оперу или на концерт в Государственный Кремлевский дворец. И, кстати, если вы покупаете билет на спектакль, то вам не нужно
покупать билет на территорию Кремля, вы по билету во дворец заходите на территорию Кремля. И, кстати, это хитрость, которую я рекомендую многим туристам в Москве. Вы покупаете билет на балет в Кремлевский дворец, а приезжаете на 2 часа раньше, чтобы погулять по территории Кремля. Такой вот интересный лайфхак — попасть в Кремль как туристу. И последнее, но не менее важное место, здание на территории Кремля — это оружейная палата. Это уникальный музей, в котором хранится история России. Я бы даже сказала, царская история России, потому что в оружейной палате вы можете увидеть царские наряды, царские украшения, подарки, которые цари получали от иностранных делегаций. Благодаря всем этим экспонатам мы знакомимся с историей России. И, кстати, именно в оружейной палате находится шапка Мономаха. Та самая шапка, которую надевали цари и императоры в Успенском соборе. Московский Кремль — это историческое место в сердце столицы. Но также это и место, где происходит история каждый день. И неважно, сколько дней вы будете в Москве, я вам очень рекомендую попасть на территорию Кремля, познакомиться со всеми достопримечательностями Московского Кремля и ощутить этот дух старой царской Руси. Прогулка по Московскому Кремлю похожа на увлекательное путешествие. Когда вы только попадаете в Кремль, сначала вы видите советское здание, но когда вы заходите вглубь Кремля, приближаетесь к кремлевским площадям, то вас захватывает дух старинной царской Руси. В этом видео мы с вами погуляли по территории Кремля, послушали интересные истории о достопримечательностях Кремля. После видео я рекомендую вам пройти небольшой тест, чтобы я поняла, как хорошо вы поняли это видео и чтобы вы сами могли проверить ваши знания. А в конце теста вас ждет приятный сюрприз, подарок от меня. Ссылка на тест в описании к видео. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и пока-пока. До скорой встречи!